Всем привет! И сегодня мы поговорим про тему, про которую, мне, наверное, сложновато будет рассказать, но она будет очень интересна. И то, на чем на самом деле большинство айтишных продуктов и даже не айтишных продуктов крупных бизнесменов делают легкие деньги. Погнали! Как-то обещал в прошлом видео, что если будет достаточное количество лайков, а это повод поставить лайк этому видео, что вот пообещал и сделал, что если будет 500 лайков, то я сниму классный контент про дофаминовую петлю. Вот, 500 лайков будет, сниму еще более классный контент про то, как Amazon зарабатывает деньги на вас. Вот, про Amazon. Такой вот коммитмент на следующий ролик. Дофаминовая петля. Это в первую очередь интересно тем, что есть какое-то действие, какой-то триггер, который побуждает нас каким-то действием. То есть триггер может быть что угодно. Я взял какую-то штуку и сделал пузыри. Вот. Когда я делаю пузыри, меня триггерит к тому, чтобы... что-то пузыри не делаются. Кругом обман. Дофаминовая петля — это триггер, какой-то спусковой крючок, какое-то действие, которое вызывает во мне желание что-либо сделать. Привычное действие, которое приносит удовольствие. Если я еще получаю награду за это действие, например, кушаю сахарочек, конфету, то я вообще замотивирован еще больше инвестировать своих усилий, чтобы получить еще раз этот триггер и продолжать. Если вы слышали про мышки, которые нажимают на кнопки, чтобы получать дофаминовое удовольствие, это так и работает. И с людьми то же самое. Мы такие же пока достаточно простые. Если схему расписать горизонтально, что мне более понятно, когда все идет вот по простыми понятными шагами слева направо, я не знаю, я читаю слева направо, может вы в арабской стране читаете справа налево, но в любом случае слева направо понятней. Если у нас есть цель, да, которую мы хотим достичь, неважно какая это цель, купить со скидкой в магазине арбузы. В караване взял арбуз. Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный, сахарный, приятный. Я получил дофамин от рекламной вставки, кайфанул, поржал. Вот. Но моя цель теперь купить арбузы в этом магазине. И она перерастает в план. План так или иначе со временем перерастает в действие. А действие приводит к какому-то результату. Хорошему, плохому, но к какому-то результату. Если результат нас в целом радует, мы купили этот арбуз и пришли домой, его разрезали. И такие: о, класс, семья, смотрите, я купил арбуз. Они такие: зачем, ты дебил, зачем нам арбуз зимой? Это вот и есть, это не петля. Это то, как работает дофамин. Дофамин — это на самом деле система вознаграждений. Это как с собакой Павлова. Помните, он там давал сахарок собакам, и они делали какие-то действия. То есть можно было научить собаку делать какие-то действия примерно как в цирке. То есть животные в цирке так или иначе дрессируются таким же способом. Им ставят какую-то цель. Если они ее выполняют, им дают сахар. Если они не выполняют, получают по жопе. И до тех пор, пока не заработает. То же самое с собакой Павлова или с конем Прижвальского. Да? То есть та же самая история про вознаграждение. Запомните, вознаграждение тут очень имеет важную роль. Попавшие люди в дофаминовую петлю не могут остановиться. Почему? Проблема в том, что дофамин имеет свойство накапливаться. То есть если мы один раз порадовались, то в следующий раз нам хочется порадоваться, как минимум так же, да, то есть или больше. Но зачастую для организма нужно больше дофамина, чтобы испытать те же самые эмоции. То есть нам надо больше радости, чтобы получить тот же самый эффект. Больше усилий, больше целей, больше результаты, мы более счастливы. И это не может продолжаться бесконечно. Поэтому одна из причин, почему люди, заработав миллион, хотят заработать 10. Заработали 10 миллиард. Миллиард хотят купить остров. То есть есть какая-то бесконечная наращиваемая часть, потому что простые вещи уже перестают радовать. Да? То есть есть так или иначе снижающий порог, повышающий порог удовольствия от дофамина. Чем больше у нас в организме дофамина, это не значит, что мы будем больше радоваться. Возможно, у нас появится резистентность нашего организма к дофамину, и он не так сильно будет вызывать у нас радостные эмоции. Прикол. Организм совсем так действует. Поэтому многие йоги или ребята, которые занимаются медитациями, какими-то чакрами, они пытаются снизить чувствительность к дофамину. Тогда маленькая радость от природы, от зайчика, от ветерочка, от звука шелеста листьев может вам дать такой же уровень наслаждения, как если вы выиграли в лотерею миллион.
Но дофаминовая петля наступает, ее можно симулировать. Когда у вас есть цель, вы быстро пропускаете этапы действия и плана, да, вы пролетаете, то есть у вас есть цель, вот показали арбузы, и какая-то одна кнопка, вы нажали, и вам его сразу привезли. Вы такие: вау, класс, тот самый арбуз из рекламы, офигеть! Вот. И вам говорят: а теперь то же самое, но с апельсинами, нажми кнопку и получишь сразу апельсины. И люди такие: вау, погнали! Вот. И люди не могут остановиться. На этом принципе на самом деле много чего построено. Вот. Самое главное здесь, как быстро мы поставили цель, как быстро мы получили результат. Чем меньше сопротивлений мы испытывали, тем быстрее мы находимся вот в этом ритме. Типа радость, 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 до тех пор, пока у нас чувствительность к дофамину сильно не повысится. Вот. Защитная реакция организма, что у нас дофамина стало больше, значит, к нему надо поднять порог чувствительности, значит, нам надо еще больше. Да? Предположим, вы хотели купить майку. Вы купили одну майку, порадовались, купили сразу вторую майку, порадовались. Теперь вам надо купить 5 маек, чтобы порадоваться так же, как вы купили одну майку раньше. Да, шопоголики. Но об этом мы еще поговорим. Например, игры, в частности, например, Dota. Если вы заметите, в Dota есть такая прикольная штука, что там на самом деле набор большого количества разных игр. Но за каждый раз, когда вы получаете что-то классное, происходят еще звуки, происходят всяческие графические эффекты, выпадение монет, золота, цифры. То, что вызывает у вас так или иначе радость. Звуки, цифры, какое-то там дополнительное действие, бонус, и вы привыкаете, что вот это сигналы радости. Когда они срабатывают, вы радуетесь, вы по-настоящему испытываете дофамин, что здорово. Надо теперь больше механик, чтобы вы могли по-разному играть в игру и получать разными механиками то же самое. Максимально быстро, чуть подольше, с разными амплитудами. И таким образом вы начинаете кайфовать от того, что происходит, не можете оторваться. Это Дота. То же самое в контре. Вы побежали, убили человека, такие: ура! Вас вознаградили. Побежали, убили еще 3, вообще кайфуете. Вы вошли в кураж, убили вас, вы такие: боже! Но вот это досадование должно быть коротким. Вас убили, вы должны сразу побежать дальше убивать людей. Чем быстрее, тем лучше. И вы король вселенной. На этом принципе можно даже посмотреть, что это то же самое с шопоголиками, да, то есть ребята, девчонки, которые любят покупать, любят новые броские вещи, например, новые коллекции, новые бренды, новые классные запоминающиеся прически. Ну, неважно. То же самое можно увидеть и в Амазоне, то же самое можно увидеть и в казино. То есть, если вы подумаете, что казино это плохо, а вот шопинг это круто, то на самом деле это то же самое. То есть механика одинаковая. То есть что в казино, что в доте, что в Амазоне, что у шопинга. То есть мы можем найти параллель, вокруг которой все вертится. Этот график можно назвать эмоциональные качели. Этот график любят психотерапевты и психологи. Эмоциональные качели. Что это значит? Если вы получили хорошую эмоцию, то и у вас выделилось много дофамина, то так или иначе организму нужно его будет компенсировать. То есть вы порадовались, следом будет грусть. То есть вы как минимум, если не отдохнете, вы почувствуете грусть себя или как-то усталым, или вялым. Ну, короче, после большой радости будет большая грусть. Чем больше радость, тем больше грусть. Эмоциональные качели. То есть задача организма, так как дофамин – это система вознаграждений за достижение каких-то целей, полезных для выживания, например, покушать или размножиться, либо покушать, либо спрятаться от хищника в укромном месте, в безопасности. Вот система вознаграждений. Она не должна быть такая, типа, вау, фонтаном просто. Если бы так происходило в реальной природе, вы бы просто не смогли выбраться. Вы бы нашли пещеру и такие: вау, как круто. И все, и умерли бы в ней с голода. Так вот, после нее идет компенсация. То есть, так или иначе, эмоции падают вниз. Потому что организму нужно сбалансироваться. То есть выделили много хорошего, нужно скомпенсировать. Скорее всего, будет падение. И вокруг этого все и строится, что когда мы падаем вниз, мы такие: блин, хотелось бы быть радостным, чувствовать себя хорошо, быть счастливым, много улыбаться. Я хочу быть вверху. И вот здесь вот есть этот триггер. Если вам есть какой-то простой способ, например, кнопка, покупка Adidas, игра в доту,
или просто прогулка по молам, или даже заказ какого-нибудь товара очередного на какой-нибудь службе доставки, то почему нет? То есть вы заказываете, мозг опять кидает вам дофамина, вы радуетесь, такие: класс, я молодец. Как только у вас идет опять компенсация, ваши эмоции падают вниз, вы такие: давай еще. Но прикол в том, что если вы раскачиваете эту качель эмоциональную, то вам надо все больше дофамина, чтобы выйти опять просто в нормальное состояние. На этом основные алкоголики и ребята с химическими зависимостями и подсаживаются, не могут слезть, потому что если ты хлебнул кокаина и порадовался очень мощно, то на следующие пару дней ты будешь охренеть какой депрессии. Так устроен мир, ничего не поделать. Это проверено на мышах. Так или иначе, все одинаково работает. Что еда, что кокаин, что радость, что просто какая-то ментальная активность или качалка. Все примерно одинаково. И поэтому люди научились так или иначе вокруг этого строить бизнесы. То есть мы немножко проговорили про химическую часть, про то, как это работает в нашем организме. Давайте поговорим, как это работает в реальности, в бизнесе, и как формирование зависимости вообще может работать. Потому что дофаминовая петля – это то, что очень быстро формирует у нас привычку. А у людей, у которых привычка сформировалась как зависимость, представьте, что есть Егор, который геймер. Егор геймер-дотер. Да, есть такой Егор, который, если дорвется до доты, от компа вы меня хрен оторвете. Вот я буду следующую неделю играть в доту и всех слать там, типа: уходи, я тут буду играть в доту, не мешай. Сейчас я тут наиграюсь, через месяц приходи. Вот. Есть Егор Дотер. Как он сформировался? Отдельная личность. Есть триггеры, есть механики, которые эти триггеры дергают. И это привычка. Это уже часть нейронной сети, часть мозга, которая никуда не уйдет. То есть лоботомия, возможно, меня спасет. Но если я ловлю эти триггеры, мне из этой петли очень сложно выбраться. То есть я словил триггер, этот проходит дофаминовый круг, триггерит еще раз этот триггер, и я в ловушке. У любых ребят, у которых сформировалась устойчивая зависимость к чему угодно, к шопингу, к еде, механизмы одинаковые. Так вот, задача бизнеса — сформировать зависимость. Как можно действовать? Вот белорусский флаг. То есть действовать можно очень просто. Через легкий дофамин или сложный дофамин. Давайте разберем, что такое формирование зависимости через сложный дофамин. Сложный дофамин — это любая активность, которая очень близка к какой-то естественной активности. Например, ползти очень долго на какую-нибудь гору. Да, вы долго там куда-то идете. У вас есть цель. Вот мы можем вернуться к графику, который в самом начале был, где есть цель, план и действия. А он так или иначе приводит к результату. То есть есть цель подняться, например, на большую гору. То есть мы не хотим со сложным дофамином порадоваться здесь сейчас. То есть нет вот этого вот этапа, когда мы пропускаем планы действия и сразу переходим к результату. Да? То есть у нас планы действия — это еще целое приключение. Вот, это сложный дофамин. Когда вы влетаете, что у вас есть цель, и вы сразу получаете результат, это легкий дофамин. Да? Так вот, со сложным дофамином нам нужна, возможно, мы могли бы это назвать мотивация, или дисциплина, или какой-то прикол. Да? То есть нам нужно что-то, что нам позволит эту долгую негативную часть идти к цели. И вот пока мы будем идти, мы будем как-то сами себя радовать на каждом этапе пути. То есть цель может быть абсолютно глупая — подняться на какую-то очередную гору. Но мы будем радостные, счастливые, и у нас не будет вот этих эмоциональных качелей. То есть мы будем в целом вот как-то идти просто чуть выше нормы, да? То есть быть в плюсе. Мы не будем проваливаться вниз, потому что у нас не будет сильных колебаний и качелей. Вот. И это может быть реально каким-то приколом. То есть мы делаем это по приколу. То есть я по приколу поднялся на Эверест. Вот такой вот я приколист. Да? Или я по приколу накачал бицуху. Вообще я просто красавчик. Просто прикол такой. Вот такой я веселый шутник. Это можно увидеть, и нам это зачастую нравится, например, в фильме «За пивом», когда ребята поехали на фронт, чтобы завести пиво. Прикол? Прикол. Сложно? Сложно. Дофамин где? В конце, наверное. Когда приехал и рассказал: ребята, я вообще-то был на фронте. Он такой приехал.
но нам нравится это смотреть. Мы бы хотели быть вот где-то там. Или же, например, основатель фильма про Макдональдс, да, он же не открыл Макдональдс и сразу говорит: «Воу, я миллиардер, я захватил весь город». Нет, он открыл Макдональдс, порадовался, что он открыл вот одно заведение, которое ему нравится. И потом он потихонечку захватил всю страну. Ну, то есть, опять же, есть вот это вот долгое движение. Но опять же, представьте, что есть норма, и мы находимся просто чуть-чуть выше нормы. Это сложный дофамин. Мы не пытаемся радоваться. Или человек, который изменил все, с Брэдом Питтом. Да, Брэд Питт красавчик. Так вот, в чем прикол? Он очень долго старался и работал на результат долго. И в этом весь прикол сложного дофамина, что результат он будет когда-то, радость будет когда-то, не сейчас. Вот. А сейчас надо хорошо и много поработать. Даже если вы почитаете про Лэнса Армстронга, который катался на велосипедах, который выиграл много раз Тур де Франс, там раз 7 или больше. Ну, конечно, его вычислили за то, что он использовал допинг, а допингом являлась его собственная кровь, которую он сам себе переливал, что не так важно. То есть, прикиньте, какая у него мотивация. 7 Тур де Франсов. Вы проедете хотя бы один. Вот, давайте начнем с простого. Один Тур де Франс, даже не на рекорд, а просто проехать физически, это охренеть как сложно. Вот. А он выиграл 7. Даже с допингом это не так просто сделать. Так что имейте в виду, что сложный дофамин — это долгая, упорная работа. Даже в погоне за счастьем хороший фильм. Тоже можно это посмотреть. Король Ричард. 11 лет или там 18 лет человек цель шел. 18 лет шел к цели. Охренеть. Вот это что? Мотивация, это прикол. Что это? Даже бойцовский клуб, где нету сразу радости. Никакой сразу радости. Просто практически период саморазрушения, за которым следует какой-то, знаете, как феникс. Появляется новый человек с новыми какими-то пониманиями возможностей. 8-я миля и так далее. Что здесь общего во всем этом? Со сложным дофамином у нас появляется вот такая прикольная штука, что у нас есть цель, план, действие, результат. Все то же самое. Только у нас в промежутке между планом и действием это петля, да, это какой-то цикл. У нас появляется много усилий, много времени, долгий сложный путь. И мы кайфуем от того, что мы его прошли, или проходим, или мы не сдаемся и идем дальше. То есть мы тут тоже себя хвалим, тут на самом деле можно нарисовать немножко дофамина, но тут также может быть и эндорфин, ну, тут дополнительные гормоны, которые тоже нам дают какую-то радость. Но так или иначе это сопряжено со стрессом достаточно. То есть стресс, эндорфины, они более-менее себя компенсируют, и мы в каких-то таких условиях живем и радуемся того, что мы не сдаемся. Но если нарисовать на графике эмоциональном, то, скорее всего, у нас есть трудность, радость, трудность, еще хуже, еще радость, опять еще труднее. Ну и вот так вот мы падаем в какой-то низ. Но если мы не сдаемся, и мы себя хвалим за то, что мы не сдаемся, у нас находятся силы в конечном итоге выбраться из любой ямы, в которой мы провалились, что очень круто. Вот. И тут мы себя, конечно, можем охренеть как хвалить и рассказывать историю, как мы вот это вот преодолели, писать книжки и снимать фильмы. Потому что вот это круто. И в обществе это действительно считается круто. Легкий дофамин. С легким дофамином он легок, знаете, на помине. Да, вот помянешь легкий дофамин и сразу его получишь. В среднем я заметил, что большие успешные в бизнесе в большинстве эксплуатируют у людей легкий дофамин. Так или иначе, легкий дофамин — это тема. Смотрите, какие. Легкий дофамин может сразу у нас ассоциироваться с такими фразами, как amazing, конфеты, всякие пончики, кофе с булочкой, там, круассан. Все, что мы можем сказать amazing. Или можем сказать awesome. Вот эта вещь, она прекрасная. Любые аукционы, да, где люди такие: да, я выиграла вещь, я занесла там $1 000 000 за какую-нибудь карточку. Это все, что amazing, awesome, что мне это нужно здесь и сейчас. Вот, когда ты можешь просто деньгами вот здесь сейчас все получить. Горки аттракционов, тот же самый легкий дофамин. Когда вы говорите: о май гад, как страшно, как большое, какое оно все интересное и красочное. А также
когда вы говорите no way, are you sure, я хочу это почитать, мне это очень нужно. Это может быть любые попаданцы в любые невероятные условия. Был обычный чувак, он попал в какую-то невероятную историю, например, со Сталиным, и там прилетело НЛО, и вы такие, да не может быть, я хочу это прочитать. Гарри Поттер, та же самая история, попаданец. Наруто, плюс-минус то же самое, что Гарри Поттер. То есть тут вообще можно равно поставить. Одна и та же история. Мальчик неожиданно открывает для себя целый новый мир, и мы вместе с ним изучаем целый новый мир здесь и целый новый мир здесь. Если вам нравится Гарри Поттер, почему вам не нравится Наруто? Это же одно и то же. Вот. Ну, просто одно и то же под новым соусом. Или все, что мы говорим I like it, то есть музыка. Да, они же вызывают у нас яркие эмоции. Посмотрите, какие яркие картинки, посмотрите, какие красивые люди. Просто невероятно аккуратные. Кей-поп на этом вообще построен. То есть максимально яркие, аккуратные мальчики в красивых, аккуратных костюмчиках. Можно сказать, что геи, но нет, мы будем толерантны. Мы скажем, что это красивые, просто ухоженные товарищи, на которых стоит равняться. Вот. Ну, то же самое с вечеринками, с любыми тусовками. Или все, что мы можем сказать, это шокирует нас. Это так шокирует, что мы не можем не поделиться с другими людьми. То есть на этом вообще построен моделинг, любой бренд. Это же вряд ли вы это оденете, но вы об этом будете обсуждать. Вы такие, боже, как они это носят? Как? Это вообще фальшивая модель. Вот. Ну и также рядом с этим всем строится YouTube-контент. Потому что они паразитируют на том, что ты должен это увидеть, ты обязан это увидеть. Это все и обсуждают. Не может быть, он отдал 1 миллион бездомным. Как так? Вообще просто я хочу это увидеть. Как так получилось? Зачем? То есть это должно вас шокировать. Короче, как они на этом зарабатывают? Если обобщить, как на этом можно заработать, то выглядит все... Ну, есть простые механики, такие вот в лоб. Ну, даже механики, которые вот так вот в лоб вас просто вот так вот, просто по щеке бьют, и ты такой, как может быть вот так просто, и они зарабатывают. Они построены таким образом. Когда у человека появляется цель, мы не даем ему думать, пускай не планирует, пускай расслабит мозги, не надо думать. Вот. Не надо думать, будет больше радоваться. Заплатил и сразу поехал. То есть у нас основное действие, которое должен совершить человек, чтобы, когда он увидел цель, получить дофамин от радости, результата, он должен нам заплатить. То есть вот и все, что нужно сделать человеку. То есть мы ставим ему цель, ты будешь успешно, если пройдешь этот марафон желаний. И через неделю ты будешь кататься на яхте, купишь Ламбу, Rolls-Royce и поедешь. Вот. То есть мы даем ему цель, мы говорим, вот заплати за марафон желаний, и вот тебе дофамин. Бум! Да? Ну, вы же знаете, что на марафонах люди зарабатывают неплохие деньги, то почему вы этим не пользуетесь? Да? То есть заплатил и поехал. Как это выглядит, если мы посмотрим эмоционально? То есть человек заплатил, то есть мы его порадовали сначала, то есть мы должны как минимум его порадовать. То есть, ну, давайте не будем злодеями, давайте сразу ему дадим бесплатную конфету. Вы же знаете, что бесплатный сыр есть только в мышеловке. Вот, мы дадим ему бесплатный сыр. Человек заплатит за этот сыр, чтобы получить еще. Ну, то есть сыр такой вкусный, что можно купить еще, как у драгдилеров. Да? То есть он заплатит, мы дадим ему сыр повкуснее, он порадуется. Мы будем знать, что после того, как он сильно порадуется, он, скорее всего, сильно расстроится. Ему потребуется еще сыр для того, чтобы порадоваться еще больше, получить еще больше дофамина. И, как вы видите, эта качелька только расшатывает, ему все больше и больше придется платить. То есть это дорога вниз. Вот почему зачастую люди, которые подсаживаются на какую-то из зависимостей, могут продавать дома, выносить там машины, грабить родственников для того, чтобы заплатить, чтобы испытать дофамин, потому что их эмоциональные качели очень сильно расшатаны. То есть эти чуваки просто, для них жизненно необходимо уже получить, как, знаете, как у наркоманов, дозу, чтобы не умереть. Да? Они могут, возможно, и умереть, то есть в голове, по крайней мере. Грубо говоря, во всей этой истории всегда будет откат. То есть вы должны запомнить, что с любыми эмоциональными качелями всегда будет откат. Вы сильно порадовались, потом будете сильно грустить. И так будет всегда. Вы сильно погрустили, потом будет радость. Если вы ничего не будете делать и будете просто спать, со временем ваши ритмы выровняются. То есть задача организма не наказывать вас, а задача организма вас немножко радовать, чтобы вы знали, что вы идете в правильном направлении.
То есть одна из задач дофамина говорить, да, ты идешь туда, куда нужно. То есть вот эта вся теория про маленькие шаги, это как раз оно и есть. Ты идешь туда, куда нужно идти. Ты идешь вот сюда, молодец, вот тебе дофамин, продолжай. То есть мозг так устроен, что он помогает идти по правильному пути. То есть если мы верим, что путь наш правильный, мы будем получать дофамин, мы будем немножко стараться, будем получать еще дофамин. И маленькие шаги неожиданно не дают нам вот эту вот амплитуду качелей, и мы можем быть достаточно счастливы, чтобы двигаться вперед бесконечно долго. Бесконечно, но хоть всю жизнь. Короче, задача мозга, посмотрите, задача мозга быть в норме и не испытывать чрезвычайно сильные эмоции. То есть мозг не хочет много эмоций испытывать. Много разных эмоций. Стресс, радость, грусть, боль. Все, что идет с приставкой сильная, сильная грусть, сильная радость. Это стресс для организма. Он будет с ним бороться, как с обычным стрессом. Поэтому будет откат. Вот. Поэтому радость тоже стресс для организма. Имейте в виду. Вот. Но на этом все построено. На этом построены черные паттерны. Черные паттерны в UX. Давайте, погнали. Как на этом можно вообще играть? То есть, если мы говорим про технологии, как я могу это использовать? Ну, окей, психологически я понял, я могу как-то подстраховаться, я могу как-то поменять свои привычки, но как я на этом могу заработать? Например, бесконечная прокрутка. Вы знали, что бесконечная прокрутка один из таких жесточайших паттернов, которые приучают вас к тому, что вы начинаете думскроллить. Это черный паттерн. Под черный паттерн бесконечной прокрутки можно продавать, например, даже гаджеты, чтобы люди еще более бесконечно гуглили и просто сидели и бесконечно свайпали, например, TikTok. Почему нет? То есть люди на этом зарабатывают, почему вы на этом не можете зарабатывать? Можем смешивать контексты. Вот я знаю ребят, которые обожают Telegram. Я знаю, что, возможно, многим им не понравится, но у Телеграма есть тоже неприятная история. То есть Telegram любит смешивать контексты. То есть вы можете в Телеграме как-то разделить, что у вас есть там работа, личная переписка, какие-то друзья, школы. Заплати, заплати и разделяй, Павлу Дурову. И умышленно неудобное приложение. То есть, когда мы делаем приложение таким образом, что ты пробираешься через гору рекламы, через гору каких-то уведомлений, пушей, которые мешают вам здесь сейчас выполнять вашу там ежедневную работу, рутину. То есть, когда вы переписываетесь с начальником, с подружкой, с друзьями, с какими-то родственниками, и все в одном месте, это неудобно. Вам нужно разные приложения для разных контекстов. Или возможность как-то переключать контексты, как в Workspace, как Google Почта, для того, чтобы было удобно. Почему Telegram это не делает по умолчанию? Потому что иначе он не заработает. Вот, все очень просто. То же самое с лентой лайков. Да? Нам же нравится, когда мы видим, что этим людям на нас не все равно. Вот. Мы привыкаем на это все посматривать, нас хвалят за то, что мы сюда зашли, мы получили дофамин за то, что вот это вот мы сделали хорошо, надо, значит, запостить еще, и вот у нас идет вот эта дофаминовая петля, люди начинают бесконечно постить, другие люди бесконечно лайкать. Даже если они не постят, они помогают тем, кто бесконечно постит, постить, и они бесконечно лайкают, чтобы те постили, они друг друга. Это самоподдерживающаяся система. Здорово, здорово. Также меня очень сильно раздражают уведомления в телефоне. Ну, то есть я немножко хочу вам рассказать про черные паттерны, для того, чтобы вы понимали, где нас разводят, друзья. Ну, например, вот эти вот уведомления. Вы можете ими использовать для злорадства, чтобы человек получал всякую фигню, что там кто-то пукнул, кто-то что-то сделал. С какой-то вероятностью он, возможно, заблочит все уведомления. Да. Но мы же не можем в телефоне, например, в айфоне настроить, чтобы одни уведомления были серенькими, другие были красненькими, а третьи были синенькими, чтобы разделить контексты. Почему они это не делают? Потому что иначе очень много механик поломается. То есть очень много приложений, особенно популярных, на этих механиках паразитируют. Они снова и снова за счет вот этой фигни возвращают в приложение людей, особенно более взрослых. Молодежь уже как-то это игнорирует. У них какие-то с детства вырабатываются штуки в голове, которые это не замечают. Но люди постарше все равно на это ведутся. Мы можем даже поговорить про черный паттерн, такой как использование красочных цветов. То есть, если вы подумаете, что вроде бы миленько выглядит, смотрите, ярко, 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 все там ярко, и это все Apple.
Да? То есть Apple использует максимально ярких людей, черные люди на фоне оранжевой стены, что-то все максимально яркое, а яркое нам нравится. Да? Почему нам нравится? Потому что это зачастую какие-то спелые фрукты, апельсины и так далее. Наш мозг устроен это все замечать. Одно опасное, другое, наоборот, вкусное, третье съедобное. Это позволяет нам выживать. Мы на это очень много внимания уделяем. Чем ярче, тем лучше. Чем токсичнее, тем мы с большей осторожностью и вниманием уделим этому время. Так что и самое такое, что мне не нравится, и то, что я не использую, вам не рекомендую, это всякие скидочные карты, это всякие карты постоянных покупателей, бонусы, челленджи, акции. Вот. Это все так или иначе игровые механики и награды. А помните, что происходит с наградами? То есть у вас есть цель, у вас есть план действия и результат. То есть если ваша цель получить награду, то вы получаете результат, и вы потихонечку вы формируете привычку. Цель бизнеса — сформировать вашу зависимость, то есть сделать вас зависимым от чего-либо, например, от этих наград. И тогда вы будете просто постоянно в них участвовать и заносить все больше и больше денег. Вот, так это и будет работать. Короче, очень много всего построено вокруг удержания внимания. Мы все еще про черные паттерны. Я просто показываю, что это на самом деле используется много. Ну, например, мы можем использовать внимание, специально делать сервис менее удобным. Вам кажется, что эта полосочка очень полезная. Но вы же подписываетесь на контент, который вы хотите смотреть. Почему он нас всегда кидает на главную? Почему это не здесь, а вот здесь? Да? То есть нам технически, чтобы пользоваться контентом, который мы хотим смотреть, надо переходить вот сюда, делать какое-то осознанное действие. Притом вот не вот сюда, а вот сюда. Когда нам хочется нажать вот сюда. Да? То есть нас технически умышленно делают сайт сложнее, чтобы мы больше потребляли. Удержание внимания. Надо сильно напрягать мозги, чтобы попасть сюда. Но вроде бы этот функционал есть, и им можно пользоваться. Но сложно. Да? Как вам такое? Кто там про удобные сайты любит говорить? Никаких удобных сайтов. Сайты должны приносить деньги. Вот. Также мы можем научить людей делать повторяющиеся действия. Это еще проще. Ну, например, у нас весь интерфейс может быть построен вокруг одинаковых элементов. Ну, например, центральный блок в Твиттере или сам твит. Сам твит — это универсальная штука, по которой надо просто кликать, и все. И тогда мы можем в целом еще кликать по левому меню, которое одинаковое, которое в конечном итоге приводит нас к твитам. Куда бы мы ни нажали на Твиттере, мы так или иначе попадем в твит. Вот. И потом мы погнали, тыкнули на твит, твит раскрылся, тыкнули на следующий и полетели. И полетели вот в эту вот прекрасную петлю. Вот. Мы можем также позлорадствовать над людьми, введя всякие скрытые расходы. Например, я так толком и не научился считать в АВС прайсы, поэтому я не знаю, сколько что стоит в АВС. Да и даже в DigitalOcean они любят вам сначала насчитать цену, а потом списать с вас, чтобы вы там не переживали, что у вас там по чуть-чуть списываются деньги. Вот накапает, потом с вас как спишут. Вот. На этом любят паразитировать различные приложения. То есть я вам показал вот эти программистские сайты, они достаточно добрые, а вот приложения для фитнеса и любые другие приложения с гороскопами могут оказаться сюрпризом, что вы подписались на один тариф, и потом этот тариф потихонечку возрастает, присылает вам уведомление, что они там что-то делают, но списывают. Самая главная задача, чтобы вы как можно дольше не отписывались. За это время мы успеем на вас неплохо заработать, как айтишники. Ну и дальше мы можем еще включить обычное цыганское давление. То есть мы можем включить маленьких цыган и говорить: пожалуйста, пожалуйста, задонать мне на канал. Там внизу есть ссылочка в описании. Если ты переведешь мне $5, я прям буду контент делать как боженька. Там внизу есть ссылки. Можешь в криптовалюте, можешь в долларах, в чем хочешь. Переводи, но переводи. Даже на Ютубе ты мне можешь заплатить деньги и купить стикер. Вот, поэтому это тоже часть психологического давления, черный паттерн. Ну, если ты не заносишь, ты мудак, да, вот, тогда уходи с канала, не смотри мой контент больше никогда. Вот, донатеры на этом живут, а еще больше на этом живут всякие инди-геймеры типа Майнкрафта, когда вы поднимаете свой сервер и продаете какую-то штуку. Вот. На этом много кто делает деньги. Так что подумайте, психологическое давление — тема. Но как на этом делают деньги на самом деле? Давайте вот пару бизнес-схем супер упрощенных. Вот, например, социальные сети.
В чем деньги, где петля? Нам надо, чтобы наш какой-то условный Егор, да, зайдя в какой-нибудь условный Twitter, Instagram или TikTok, проводил больше времени, мы показывали ему больше рекламы каких-нибудь NFC токенов или криптовалют, вот, он к этому привыкал, да, чтобы он вот тут вот попал в больше рекламы, больше времени. То есть мы его завели, придумали, чтобы он там больше смотрел. Вот все те механики, которые мы обсуждали до этого. Более сложный сайт, там где-то не нужно, более короткие итерации, где он получает дофамин, например, кликает, как в Твиттере, на твиты, максимально быстро, да, чтобы у него не было вот это план действия, чтобы он не планировал, просто действовал и сразу получал радость. Вот. Мы ему больше рекламы покажем, а больше рекламы – больше денег. Да? Вот так мы зарабатываем на социальных сетях. То есть больше времени, больше рекламы, больше денег. Вот. То же самое можно сказать про игры. Вот. Давайте немножко про игры. Например, мы делаем бесплатную игру. Неважно какую, люди сидят. Желательно, чтобы они еще группой сидели. Да? Чем больше людей в одном месте сидят, мы больше удерживаем игроков в одном месте, они накапливаются. Да? Больше денег. Мы получаем возможность продавать виртуальные предметы и функции. Очень хороший пример Fortnite. Да? Вот, например, в моем детстве было много интересных игр, которые вот прям были интересные. Они были с интересными механиками, с очень прогрессивными какими-то идеями. Не взлетели, потому что у них не получалось сформировать привычку и петлю. И не была хорошо налажена вот эта вот монетизация через виртуальные предметы. Да? То есть нам надо в первую очередь максимально долго удерживать игроков, чтобы они сформировали максимально большое комьюнити. А потом мы им втюрим виртуальные предметы и нарастим себе классные усы. Вот такой план. Мы можем то же самое провернуть с онлайн-шоппингом. Опять же, я говорил, Amazon, AliExpress и все им подобные. Нам главное, чтобы было много товаров, чтобы посетители к нам приходили такие, да, тут есть все. Вот, много товаров, это хорошо. Дальше нам надо забомбить людям максимально много скидок, бесплатные доставки, максимально облегчить им путь к приобретению. Чем он быстрее купил, чем быстрее оно приехало, тем быстрее человек кайфанул и купил еще раз. Да? Чем больше он так делает, тем мы делаем больше продаж. Больше продаж, больше усов. Больше усов, больше денег. Да, и люди могут начинать драться за товары. Но на самом деле мне сказали, что Black Friday больше не работает в Америке, потому что американцы ленивые, заказывают все доставкой с Амазона и не лезут драться в гиперы. Так что это, возможно, уже и неправда. Но в любом случае онлайн-скидки, бесплатные доставки, купоны, акции и всякие другие игровые механики в покупках. Много продаж, много покупок, больше усов, больше колпак. Ну, давайте еще немножко, раз мы уже затронули тему магазинов, почему бы не затронуть тему видео-аудиоконтента? Например, YouTube, Netflix, Pornhub, все работает одинаково. Например, нам, опять же, как и с магазином, нужно просто позаботиться о том, чтобы контента было как можно больше. Много контента, легче привлечь людей. Вот. Дальше мы начинаем человеку бесконечно все рекомендовать и воспроизводить. Максимально быстро показывать трейлеры. Он только навел, а уже начало что-то играть. То есть он не должен сам принимать решения. Чем меньше он планирует и быстрее действует, тем лучше мы подсадим его в петлю. Петля сформирует привычку, и человек будет просто из рекомендаций смотреть все, что мы ему рекомендуем, и у него со временем, конечно, будут вот такие вот глаза. Вот. Потому что Netflix чем гордится? Кто может сказать? Можешь сказать? Netflix гордится тем, что они воруют у людей сон. То есть они мешают спать людям, и это для них хороший показатель метрик, что перед сном люди смотрят Netflix. Вот. Мы сформировали зависимость от платформы. Ура! У нас много денег, большие усы, большой колпак. Вот. Грубо говоря, все большие бизнесы так или иначе строятся вокруг привыкания и зависимостей. То есть, если мы можем максимально быстро формировать зависимость у наших потенциальных покупателей, клиентов, то наш бизнес становится более устойчивый. Ну, то есть мы привели, например, 100 человек, из них там 10 сформировали зависимость от нашего продукта или бизнеса. Неважно, наркотики это или мобильные телефоны, Netflix или что-либо еще. То есть мы сформировали зависимость. Отлично, у нас есть 10 постоянных покупателей, которые, скорее всего, никуда не уйдут очень-очень долго. И мы можем просто постоянно приводить 100 новых клиентов, и 10 из них остаются. Здорово, мы просто можем продолжать этот процесс, платить кому угодно, акции, инвайты,
рефералки, какие-то бонусные скидочные программы. И просто по этой схеме продолжать идти вперед. Со временем эти зависимости дадут нам огромную аудиторию, которая будет с радостью платить нам бесконечно деньги, и мы будем попивать кофе и говорить, как круто мы все придумали. Мы сформировали много зависимых людей, и мы не казино. Вот. И все легально, все, вот проституция нелегальна, там наркотики, возможно, где-то нелегально, но вот у нас вполне легальный законный бизнес на зависимостях. Зависимых людей сейчас очень много, поэтому многие компании уже сформировали у людей какие-то триггеры и привычки, мы можем просто это эксплуатировать и делать свой бизнес. Да, мы можем говорить, что там алкоголизм плохо, наркотики плохо, казино плохо, проституция плохо, порнография. Мобильные телефоны плохо или хорошо? Вот тут уже вопросы. Доставка, да, плохо или хорошо? Компьютерные клубы, шопинг, возможно, ТикТок, может, YouTube, да? Что из этого плохо? Вот. Если здесь мы как-то уже научены, возможно, что это плохо, но люди все равно продолжают этим заниматься. Ну, если бы люди этим не занимались, этого бы уже давно не было. Вот. Мы знаем, что это плохо. Но давайте вот посмотрим на это вот с такой стороны. Зачастую нам говорят, что вот эти вот вещи, это и вот это, они нелегальны, криминализированы, требуют охренеть каких сложных лицензий. И это, само собой, уже поделено среди каких-то усатых и пузатых ребят. Там старые дяди с большими-большими деньгами, они это уже все паразитировали, потому что на этом легко делать деньги. Вот. Большие дяди, которых мы знаем сейчас как большие дяди, они сидят вот здесь. Да, то есть они так или иначе паразитируют на том, что максимально сокращают пользовательский путь. То есть каналы продаж, назовем это так, каналы сбыта, продаж и поставок. То есть большие дяди здесь. Они тоже тут уже все поделили. Нужно быть большим дядям с большим чеком, чтобы сюда залезть. Что остается нам, как молодым? Технически у нас еще целая огромная армия зависимых людей от игр, от шопинга, от ТикТока и контента. Да? Поэтому мы, как молодые, можем развивать здесь, объединяться в группы и захватывать вот этот еще не до конца поделенный пирожок. И закончится этот пирожок, придут новые какие-то зависимости. Мы должны так или иначе фокусироваться на зависимых людей, потому что это самый быстрый способ построить бизнес, IT-бизнес в том числе. То есть используйте все те же самые механики, про которые мы поговорили, и вы достигнете успеха. А если вам этого мало, переходите по ссылочке в описании. Я запускаю свой тренинг, курс вместе с Алиной, и мы будем рассказывать про различные бизнес-механики, как их эксплуатировать, как строить различные бизнесы, маленькие, большие, как сформировать команды, как развивать бизнес-мышление, чтобы все эти штуки работали на вас, а не вы на них. Поэтому у меня все. Если вам понравилось, 500 лайков, будет следующий классный контент. Ну, на этом у меня все. Увидимся. Пока-пока.